Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня разберем беспроводной Wi-Fi терморегулятор TO TC-98BW Wi-Fi. Это универсальный комнатный термостат для управления отоплением, газовыми и электрическими котлами, а также водными электрическими теплыми полами. Он работает с приложениями Smart Life и Tuya Smart и может использоваться в системе умного дома. К нему можно подключить сервопривод любого типа. Это будет в отдельном видео. Подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Благодарен вашим лайкам и репостам. Терморегулятор состоит из двух частей. Первая – это панель управления с дисплеем, которая устанавливается в контролируемом помещении. Вторая – приемник, который подключается к котлу, теплому полу или другому исполнительному устройству. Между собой они связываются по радиоканалу, поэтому прокладка проводов между панелью и котлом не требуется. А зачем вообще нужен комнатный термостат? Обычный котел ориентируется на свою внутреннюю температуру и не всегда учитывает реальную температуру в комнате. В результате либо перегрев, либо частые включения и выключения. Комнатный термостат измеряет температуру воздуха в помещении и управляет котлом по факту. Поддерживает заданную температуру и снижает лишние пуски оборудования. Он же позволяет дистанционно управлять теплым полом по радиоканалу. Наличие Wi-Fi при этом не требуется. По основным характеристикам: диапазон регулировки температуры от 5 до 70 градусов. Управление котлом осуществляется через сухой контакт с коммутируемым током до 3 ампер. При управлении электрическими теплыми полами допустим ток до 16 ампер. Рассмотрим панель управления. Она сенсорная, с красивым цифровым дисплеем. На экране отображается текущая температура, заданная температура, режим работы, время и индикация нагрева. Цифры крупные, видны издалека под разным углом. Дисплей покрыт защитной пленкой, которую можно снять после ремонта. Я ее уже снял. Кнопки находятся снизу. В панели установлен встроенный датчик температуры воздуха. Питание панели возможно от USB 5 вольт, либо от двух пальчиковых батареек 2А. Но есть важный нюанс. Если дисплей работает от батареек, то управление по Wi-Fi недоступно. И в этом режиме терморегулятор работает только по радиоканалу с приемником. Поэтому, если вам нужно полноценное удаленное управление через интернет, дисплей должен питаться от сети. Помимо USB, дисплей можно запитать напрямую от 220 вольт. Для этого на задней стороне предусмотрены отдельные клеймы питания. Данная панель ставится сзади терморегулятора. Сюда подключается 220 вольт. Это удобно, когда есть возможность скрытно подвести питание в место установки. С помощью данных креплений терморегулятор можно закрепить на стене. И есть такие ножки для установки терморегулятора на стол. Приемник устанавливается рядом с котлом. Он питается от сети 220 вольт и имеет клеммы для подключения питания. А здесь клеммы для управления котлом или сервоприводами. Подключение к котлу выполняется через сухой контакт. Используются клеймы COM и NO или COM и NC в зависимости от требований котла. Если котел включается при замыкании контактов, используется COM и NO, как в данном котле. Для подключения термостата есть такая перемычка. Она убирается, и клеймы термостата подключаются сюда. Если логика обратная, то подключаем COM и NC. Как именно подключать, нужно смотреть инструкции к конкретному котлу. Если мы используем терморегулятор для управления теплым полом, то теплый пол подключаем сюда,
а внешний датчик температуры сюда. За счет этого можно полноценно управлять теплым полом дистанционно по радиоканалу, даже без интернета. Например, дисплей можно установить в спальне, а регулировать теплый пол в детской комнате. Приемник будет получать температуру с внешнего датчика, а управление будет выполняться с дисплея. Не забываем, в расширенных настройках переключиться на внешний датчик. Расстояние между этими отверстиями 6 см, и приемник легко установить сверху подрозетника. Давайте выполним сопряжение дисплея и приемника. Для этого мы включаем приемник и удерживаем кнопку сопряжения. У нас начал мигать желтый светодиод. Затем выключаем панель и удерживаем часы. У нас загорелась такая надпись. Чтобы выйти из режима сопряжения, выключаем и включаем заново. Переключение ручного и программируемого режима осуществляется этой кнопкой. Вот у нас программируемый режим, вот у нас ручной режим. В этом режиме кнопками вверх-вниз задается температура, и термостат постоянно поддерживает его значение. При включении обогрева на дисплее загорается огонек, а в приемнике загорается зеленый светодиод. Если мы нажмем кнопку сбоку, то у нас включается эко-режим и загорается зеленый огонек. Это режим экономии. При этом температура нагрева ограничивается и экономится электроэнергия и газ. Длительное удержание кнопки включает режим блокировки клавиатуры. Выключаем блокировку. Чтобы программируемый режим работал корректно, давайте настроим часы. Нажимаем кнопку, и у нас замигали часы. Мы можем кнопками вверх-вниз подрегулировать значение. Нажимаем, теперь регулируются минуты. Теперь регулируем день недели. Еще раз и выходим из режима настройки. В программируемом режиме термостат работает по расписанию. Раздельно настраиваются рабочие и выходные дни. В рабочие дни используется 6 временных промежутков, выходные 2, дневной и ночной. Количество рабочих и выходных дней задается в расширенных настройках. Для настройки расписания удерживаем клавишу «Часы». Кнопкой «Часы» переключаемся между настройками времени и температуры, а кнопками вверх-вниз изменяем значения. Сначала настраиваются интервалы для рабочих дней, а потом для выходных. Для выхода из режима нажимаем клавишу «Сеть». Включаем программируемый режим. Здесь отображаются часики. Терморегулятор будет работать по нашей заданной программе. Пример работы программы терморегулятора вы можете увидеть на слайде. Оно установлено по умолчанию. При включенном программируемом режиме мы также можем регулировать температуру. При этом настроенная температура будет поддерживаться до начала следующего временного промежутка программы терморегулятора. Проще, расписание настраивается через приложение. Добавим термостат в систему умного дома. Продавец рекомендует работать с приложением Smart Life, но я думаю, подойдут и другие приложения, которые работают с умным домом по системе Tuya Smart. Набираем Smart Life в поиске Google Play и выбираем приложение. У меня написано «Открыть», у вас будет «Установить». Устанавливаем и в нем регистрируемся. Включаем Bluetooth и Wi-Fi на телефоне. У меня при первом включении на дисплее мигал значок Wi-Fi. Если он не мигает, то при включенном дисплее удерживаем кнопку меню. И у нас замигал значок Wi-Fi. Это означает включен режим сопряжения с приложением. Нажимаем плюсик «Добавить устройство». И у нас приложение нашло терморегулятор. Сейчас оно устанавливается и идет добавление терморегулятора. Нажимаем «Завершено».
Если автоматически установить не удалось, то можно подключить вручную. Нажимаем плюс, добавить устройство, другое и другое Wi-Fi. Задаем данные сети Wi-Fi, с которой будет работать терморегулятор, и следуйте указаниям установщика. У меня таким образом получалось устанавливать любые терморегуляторы в 100% случаях. Теперь можно управлять терморегулятором с телефона, находясь где угодно. Давайте посмотрим, как управлять терморегулятором дистанционно через приложение. В самом верху можем изменить название терморегулятора и отнести к какой-нибудь комнате, если они уже заданы. Ниже показано, что включен ручной режим. Нажимаем моды, и мы можем переключиться на автоматический. Оставляем ручной режим. Кнопками плюс-минус мы можем подрегулировать температуру. Мы установили заданную температуру 27 градусов. Ниже нам показывает, что температура помещения 23 градуса. Чуть ниже мы можем включить режим антизамерзания. Выключаем. Или заблокировать клавиши. Выключаем. Правой нижней кнопкой заходим в настройки расписания. Тут задаем рабочие дни. Тут настраивать расписание и температуру намного удобнее, чем с дисплея. Вот выходные. Нажимаем клавишу Setting. Тут мы выбираем, какой датчик. У нас выбран встроенный датчик. Тут мы можем выбрать программный режим выключен, 2 выходных, 1 или вообще без выходных. Оставляем 2 выходных, 5 рабочих. Также мы можем задать верхнюю и нижнюю температуру, подкорректировать показания датчика и задать гистерезис. Выходим. Данной кнопкой можно выключить терморегулятор и включить. Благодаря приложению «Умный дом» мы можем согласовывать работу котла с другими элементами умного дома и создать общие сценарии. А также можно подключить голосовое управление через Алису или Марусю. Но это уже тема других роликов. Не забудьте подписаться. Посмотрим дополнительные настройки. Для этого выключаем панель управления и удерживаем кнопку меню. Первый пункт – максимальная температура. Оставляем 35 градусов. Следующий – минимальная температура. Оставляем 10 градусов. Далее калибровка температуры датчика. Я ее оставляю. Дальше гистерезис или отклонение температуры. Оставляю 1 градус. Выбираем количество рабочих и выходных дней. По умолчанию 5 плюс 2. Можем выбрать 6 плюс 1, все рабочие. Или автоматический режим выключен. Далее настройка эко-режима. Оставляю установку по умолчанию. При его включении температура не будет подниматься выше 16 градусов. Дальше режим антизамерзания, включение и отключение защиты системы. Далее яркость подсветки дисплея в дежурном режиме. 0,0 она отключена, 0,2 максимальная яркость. Следующий пункт – выбор датчика температуры. Внутренний для управления котлом или внешний для управления теплым полом. Далее ограничение температуры внешнего датчика. Оставляю 60 градусов. Следующее – сброс к заводским настройкам. Нужно удерживать кнопку вверх, но я этого делать не буду. Делаем выводы. Стоит отметить универсальность и многофункциональность данного терморегулятора от TEOC. Он стыкуется практически с любым котлом отопления. Подключив такой термостат к котлу, вы снижаете расход газа, продлеваете срок службы оборудования и повышаете свой комфорт. Не требуется прокладка проводов между дисплеем управления и котлом. Также можно управлять дистанционно теплым полом через радиоканал без Wi-Fi. Терморегулятором можно управлять дистанционно через интернет. Работает с приложением умного дома. Есть возможность подключить голосовое управление через Алису или Марусю.
В отдельном видео я расскажу, как к терморегулятору подключить сервопривод водного теплого пола, как открытый, так и нормально закрытый. Ссылку на данный терморегулятор я оставил в описании. Свои вопросы и свой опыт работы с данным терморегулятором пишите в комментариях. Поделитесь видео с друзьями, для которых эта тема актуальна. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. До встречи в новых и старых видео.